Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события происходят, какие подводные течения и какие движения ожидаются по рублю, доллару и другим ключевым активам сегодня вечером на вечерней сессии. Так, ну давайте начнем, наверное, с календарика. Сегодня вышли хорошие данные по деловой активности в сфере услуг по Германии, по Евросоюзу. Но это говорит о том, что даже несмотря на локдауны, на все сложности, экономика, даже в секторе услуг в еврозоне, она достаточно хорошо восстанавливается. Особенно это касается Германии, развитой части Европы, потому что вся Европа в целом, она пока еще не вышла за 50% барьер. В Великобритании дела обстоят не очень хорошо, PMI вышел хуже ожиданий в секторе услуг. Но Великобритания нам, я думаю, не особо интересно. Вот нам более интересно то, что в Соединенных Штатах. А в Соединенных Штатах продолжает усиливаться отрицательный потенциал торгового баланса. Это говорит о том, что Америка, она экспортирует меньше, чем импортирует. Но, в общем-то, для развитой страны на самом деле здесь ничего такого страшного нет. Да, в какой-то момент эта ситуация, она может вызвать коллапс. Такое вполне может быть, и такое, если что-то с этим долгом внезапно не сделать, может произойти. Но на текущий момент, по сути, это экспорт своего долга, своей инфляции и других всяких вещей, которые, в общем-то, не надо держать в развитой стране. Так, друзья, далее примечательно вышла информация по Канаде. Там индекс деловой активности скаканул, ну, фактически на сколько? Больше, чем на 10% и в относительном, и в абсолютном измерении. Канада достаточно существенно зависит от нефти, как ни крути. Вот. И то, что происходит, то есть в России такого скачка PMI не было. И вот, соответственно, то есть если все грамотно построено в экономике страны, и она зависит от нефти, вот какие изменения, какие значения PMI индекса деловой активности происходят. То есть это говорит о том, что страна, у нее нет времени на раскачку, и она встала с колен. Так, далее запасы сырой нефти вышли очень позитивные, значительно они снизились. Как это на нефть повлияло и что в связи с этим будет сегодня вечером, мы сейчас посмотрим отдельно на графике. Ну и в 21:00 публикация протоколов ФРС подольет масло в огонь. Так, ну вот такие интересные новости. Фич оценила выгоду России от сделки ОПЕК в 30-40 миллиардов долларов. Ну, то, что не будут, скажем так, придерживаться первоначальной стратегии в части снижения добычи, Россия от этого окажется в выигрыше. Вопрос только, куда пойдут эти деньги. Так, ну вот немножко тревожных новостей, то, что касается Донбасса. Вот эта вся ситуация с Донбассом, она в любой момент может, как вы прекрасно понимаете, положить на дно весь российский фондовый рынок и рубль в том числе. Вот такая статья интересная, она и на Коммерсанте, и на других интернет-ресурсах. Что здесь примечательно? Но все-таки подобные вещи, с моей точки зрения, их все-таки, наверное, всегда во всех странах заявляет либо президент, либо министр иностранных дел. Но явно не вот тот, кто связан там с Советом Безопасности и другими аналогичными структурами. То есть вот такая коннотация, с моей точки зрения, она указывает на то, что происходит что-то такое не очень позитивное. И вполне может развиться ситуация так, что здравый смысл в этом конфликте не превозобладает, и мы увидим обострение, к сожалению. Все к этому идет, как ни крути. Так, ну вот переходим к американской повестке. Здесь американские банкиры прогнозируют продолжение футуристического роста экономики и фондового рынка США. Мотивация здесь такая, что поскольку будет все развиваться хорошо, произойдет вакцинирование, то все сэкономленные деньги их пустят либо на инвестиции, либо на надувание нового пузыря на фондовом рынке. Ну и пошли такие смелые заявления, что ВВП США в этом году, то есть там будет еще в 2022-2023 рост, и что вообще в этом году чуть ли не 6-7-8% может достигнуть рост ВВП. Так, ну вот еще такие новые движения, развитие ситуации с корпоративными налогами в Соединенных Штатах.
Сегодня вот Елен отчиталась, рассказала о ее видении, о ее плане, как усиливать, вводить новые корпоративные налоги. Я так понимаю, там в отдельных случаях, в общем-то, налог на прибыль будет более 25%, ну, на чистую прибыль. То есть, соответственно, американские компании, американские капиталисты очень недовольны, республиканцы рвут и мечут, потому что они в основном и отстаивают права американских капиталистов. Ну, для чего это все делается? Это все делается для того, чтобы перераспределить. Во-первых, чтобы платили налоги, потому что американские компании, они по всему миру ищут лазейки и офшоры, чтобы не платить налоги. Здесь их подводят тому, что они в любом случае будут платить налоги. Налоги в Америке достаточно прозрачно расходуются по факту сбора. И, соответственно, эти деньги, которые получат, их предполагают пустить на развитие зеленых технологий, на помощь тем, кто пострадал в результате ковида. С одной стороны, такие инвестиции, перераспределение для экономики благо, но есть и другой момент. В краткосрочной перспективе это может вызвать охлаждение фондового рынка, потому что компании потеряют свободные средства, которые они бы тратили на инвестиции, в основной капитал, инвестиции, вообще как бы фондовый рынок, на байбеки и так далее. То есть вот на фоне введения вот этого минимального корпоративного налога, который, в общем-то, перераспределит денежные потоки в нужные сферы Соединенных Штатов, может возникнуть достаточно ощутимый коррекционный откат на американском и на других рынках. Так, ну смотрите, здесь помимо всего прочего, американские банкиры сегодня раздухарились и обвиняют Соединенные Штаты в том, что Соединенные Штаты препятствуют восстановлению мировой экономики за счет того, что создается, усиливается неравенство как в самих Соединенных Штатах, так и во всем мире. И это неравенство, оно в том числе прослеживается на ситуации с вакцинами. Потому что если в Америке и в развитых странах, в Великобритании, в Израиле, вакцин их и даже избыточное количество, в то время как развитые страны, та же Бразилия, Индия, они попали в нехорошую ситуацию из-за всплеска ковида и там нехватка вакцин. То есть эти страны, они заведомо будут дольше восстанавливаться и дольше выходить. И на текущий момент, по сути, вся эта коронавирусная история, она ведет к тому, что, в общем-то, Америка, она получит все бенефиции в результате ковидной эпидемии, а вот все остальные страны, они станут беднее. Ну, разумеется, Америка с союзниками. Америка имеется в виду весь англосаксонский мир. Это и Австралия, и Канада, и Великобритания. Так, ну вот еще продолжается вся эта история с AstraZeneca. То она опасна, то она не опасна. Но я думаю, это не более чем происки конкурентов. Потому что, ну, если начать разбираться, наверняка какие-то неблаговидные случаи при более детальном изучении, они окажутся и у Модерны, и особенно у Pfizer. Так, друзья, далее давайте посмотрим, что на рынке происходит. NASDAQ, ну, здесь как бы все больше напоминает разворотную формацию, откат и возврат в район 13350. Соответственно, это происходит, если будет пробитие 13550. Вот в этой ситуации дневной график, мы увидим, что вот этот рост он сорвался, и вот это все движение на рост, оно вернулось вот в эту консолидацию большую. Этот сценарий не реализуется, если будет задерг наверх и пробитие 13800. Пока, я думаю, вероятность такого сценария не очень велика, потому что вот он здесь захандрил, и, по-видимому, он попытается, ну, хотя бы потестировать вот эту поддержку, возможно, даже сходить в проторговочку. Так, друзья, далее S&P 500, дневной таймфрейм, SFD на фьючерс. Здесь ситуация схожая с NASDAQ, с одним только отличием, что S&P находится на исторических хаях. И как раз вот с этих значений, при отсутствии надлежащей денежной накачки и светлых идей, ему самое время немножко остудить свой пыл и сходить хотя бы на 4000, вот куда-то сюда. Так, далее индекс доллара, тоже дневной таймфрейм. Ну, здесь движение сразу прямо так на 91,7 не пошло. Вот, сейчас он пытается немножко консолидироваться. А опять же, здесь ключевой момент это 92,5. Если 92,5 будет пробит и пойдет проторговка над этим значением, то
вот это, можно сказать, была высадка десанта перед движением наверх на 94. Вот. Пока такого движения не состоялось, достаточно высока вероятность того, что продолжится движение с попыткой потестить вот этот сильный предыдущий уровень 91,5. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм. Но смотрите, на самом деле, несмотря на все эти задерги, его ниже 17 с половиной, 17,2 не пускает. Вот он здесь про торговки так и находится. То есть, видимо, кого-то высаживают. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Но смотрите, сегодня, конечно, был задерг вниз, но здесь важно, чтобы закрытие дня было 62,5 и выше. Переходя на часовой таймфрейм, здесь открылась возможность для того, чтобы произошло движение на 60, но вот сейчас, именно в этот момент времени, высока вероятность того, что отсюда произойдет коррекционный отскок. Цель этого отскока будет движение вот сюда вот на 63,2, 63,5 в этот диапазон. Соответственно, эта идея не срабатывает, если здесь пойдет движение вниз и будет пробой 61,2. Вот если такой пробой будет, то следующая остановка будет, скорее всего, в районе 60. На самом деле, конечно, не очень хорошо, что 62,5 было пробито, но это пока еще не критично. Пока не критично, это все идет движение в рамках более расширенной консолидации. Но это уже не очень хорошо. Итак, по нефти, я думаю, сейчас будет движение вот куда-то сюда. Так, друзья, далее золото. Ну, смотрите, по золоту идет консолидация. Верхняя граница 1745, нижняя граница 1735, ну 1734. Сейчас весьма вероятно будет попытка отбоя от верхнего значения и движение на 1734-735. Здесь есть поддержка сильная, это 1731. Вот в нее уже сегодня стучались. Если это значение в результате коррекционного отката не пробивается, то здесь будет выкуп и отсюда движение с целью все-таки взять 1752. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Вот здесь я в телеграм-канал постил, что пришли на сильную поддержку 139 500. Вот. Но с другой стороны здесь нарисовалась, голова и плечи. Итак, переходя на дневной таймфрейм, здесь у нас по сути сейчас весьма вероятно будет коррекционный отбой. Цель движения 145-200. Но опять же, если все-таки пойдет добитие 138 тысяч, то мы отсюда посыпемся очень сильно вниз, вплоть до 126-128. Но здесь как бы еще дополнительный негативный фактор, что в отличие от российских акций, РТС он же на долларовой составляющей завязан. И поэтому при наличии позитивных движений в Сбере и Газпроме вполне как бы РТС может прекрасно сыпаться, если идет девальвация рубля, и причем очень сильное движение. Чем сильнее движение по обесцениванию рубля, тем это, соответственно, хуже для РТС. Так, но что касается сегодняшнего закрытия, скорее всего, оно будет в диапазоне 140 тысяч, 141 800. Сейчас нефть вроде бы пытается развернуться, сходить наверх, и поэтому, наверное, куда-то сюда на закрытие фьючерс на индекс РТС свозит. В идеале, конечно, ему сходить на 142 800, вот сюда вот. Но, наверное, на сегодня такой энергии уже не сформируется. Вот. Ну и здесь, как бы, если идет движение вниз, и это движение приводит к пробитию 138 тысяч, то начинается значительное снижение индекса. Сначала 132 тысячи, потом 126. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Первую цель 1.19 сделали, осталась теперь цель, которая находится на 1,1942. Вот, сейчас в таких случаях полагается коррекционный откат. Цель отката это 1,1861. Если движение развивается и происходит пробой 1,1840, то в этом случае откат будет более глубоким и придет к движению на 1,18. Я думаю, сейчас наиболее вероятно ограничение вот этого движения на 1,1860 и дальше после консолидации попытка дальнейшего движения наверх взять 18.42 и потом сходить на 1,1982. Так, друзья, рубль-доллар USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, вот какая здесь красивая картинка. Прокололи вот этот сильнейший инверсионный уровень и после этого сразу вернулись под него.
Я писал сегодня в телеграм-канале, что несмотря на весь ужас, сегодня сделки таким образом построены, что они не указывают на то, что движение, скорее всего, продолжится в ближайшее время на укрепление доллара против рубля. Но и здесь для того, чтобы этот уровень пробить, потребуется, я думаю, много усилий, либо какие-то крайне негативные новости. Так, но если переходить к часовику, то здесь у нас получается, во-первых, большую роль играет, какое сегодня будет закрытие, выше-ниже этого значения. Если выше, это для рубля не очень хорошо. Если ниже, то, соответственно, это будет говорить о том, что в ближайшее время, то есть завтра, послезавтра, вполне может произойти коррекционный откат на 76.42 и даже на 76.20, вот сюда вот. Сейчас, я думаю, здесь после вот этой попытки разворота и движения наверх будет, наверное, еще немножко движения с целью его потестить, от него откатиться. Но я ожидаю, что закрытие будет в диапазоне 76.95, 77.28. Вот здесь вот в этой области. С моей точки зрения сейчас такой сценарий наиболее вероятный. Силы добра должны победить, и он должен закрыться ниже этого значения сегодня, по крайней мере. Так, друзья, в общем-то все, основные новости, основные движения. Спасибо за внимание, всего наилучшего. Удачи в торгах.